Нам, обычным людям, трудно понять, когда другие люди используют собак в качестве собственной выгоды, подвергая их несправедливому отношению, когда они забывают, что это в первую очередь живые существа, с такими же чувствами и эмоциями, просто они не могут рассказать нам о них на понятном для нас языке. Но просветленный человек может их легко увидеть. К сожалению, это явление распространено по всему миру. В любом уголке земного шара каждый день происходят печальные события. В худшем случае такие собаки остаются инвалидами на всю жизнь, причем не только физически, но и психологически, и это потом либо совсем невозможно исправить, либо приходится потратить много сил. В некоторых штатах США, как и в других странах, люди продолжают организовывать шоу с участием собак, несмотря на то, что они запрещены законом. Добровольцы из общества защиты животных Техас SPCA однажды столкнулись с последствиями одного такого случая несправедливого обращения с животными. Прибыв на место вызова, они обнаружили несколько собак, которые участвовали в этих событиях. Несчастные собаки были невероятно рады, когда, наконец, к ним пришла помощь. Они облегченно вздохнули и смогли расслабиться, ведь рядом были люди, которые о них позаботятся. Но среди спасенных собак была одна, которая была безразлична. Она сидела с грустным видом и, казалось, утратила всякую веру и любовь к жизни. Эта несчастная собака была крайне ослаблена. Когда добровольцы нашли ее, она была на привязи и не могла даже поднять голову, чтобы посмотреть на своих спасителей. Она была в таком плачевном состоянии, что не могла двигаться. Осмотрев собаку, люди выяснили, что она сильно обезвожена, истощена и срочно нуждается в ветеринарной помощи. Кроме того, она страдала от кожной инфекции. Собаку незамедлительно доставили в ветеринарную клинику, где после переливания крови ее накормили и напоили. По словам ее ветеринарного врача, в ней почти не было крови, которая должна снабжать организм кислородом, и, вероятно, она не прожила бы больше пары дней. Находясь в ветеринарной клинике, собака получила кличку Гвен. После нескольких дней лечения ее состояние постепенно начало улучшаться. Она могла поднять голову и помахать хвостом. Она здоровается со всеми, радостно виляя хвостом и улыбаясь, свойственной всем питбулям широкой улыбкой, говорится в пресс-релизе SPCA. По мере физического восстановления Гвен стала все меньше и меньше походить на ту несчастную собаку, которую когда-то спасли волонтеры. Она весело бегала, наслаждаясь новообретенной свободой, и, естественно, получала так необходимые всем собакам любовь и заботу. У Гвен есть то, чего не было раньше. Она окружена любящими людьми и может играть каждый день. Удивительно, как много значат для собаки смена места обитания и любовь, говорится в пресс-релизе SPCA. Отныне Гвен счастливая собака, и мы невероятно рады за нее. Так приятно читать о неравнодушных людях, живущих по всему миру и делающих все возможное ради спасения попавших в беду животных. Эти люди выполняют очень важную миссию. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.